Всем здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о United for Ukraine виза и о том, как получить спонсоров. Один момент, демонстрирую экран, чтобы у вас было видно все в записи. Итак, для кого пароль United for Ukraine? Для начала это не виза, это разрешение, временное разрешение в течение 2 лет. Вы можете находиться на территории США с разрешением на работу и прочими привилегиями, равными гражданам США. Вы даже можете голосовать в случае, если у вас будет такое желание. Второй момент по поводу того, для кого вообще эта виза. Не виза, а пароль. Он так называется. Кстати говоря, в дальнейшем, если вы захотите, вы сможете, будучи, находясь на территории США, уже приехав сюда по United for Ukraine пароль, вы сможете подать дополнительно на любую другую визу, которую вы захотите. Это может быть и грин-карта, и все что угодно. Итак, для кого United for Ukraine? Для любого гражданина Украины, кто проживал легально на территории Украины до 11 февраля, насколько я помню, сейчас уточню точно, да, до 11 февраля 2022 года. Ответ на тот вопрос, который мне часто задавали, а если муж или жена не является украинкой? Итак, главное, чтобы ту аппликацию, которую вы будете подавать, ту форму, которую вы будете заполнять на официальном государственном ресурсе USCIS, это называется, то там вы запишите на себя, на украинца, и дальше подвяжете просто всех членов семьи, которые вы хотите с собой забрать. Ну, это на будущее. Так что не обязательно, чтобы все вы были украинцами, главное, чтобы был кто-то один в вашей семье, и все остальные будут подвязываться в той форме, как члены вашей семьи, близкие и дальние. Там на самом деле не важно количество. Второй момент по поводу самих спонсоров. Вы можете не переживать в плане того, что это будут за люди, насколько они надежны и стоит ли им доверять своей жизни, потому что государство США, Соединенных Штатов Америки, они проверяют этого человека на наличие судимости, насколько он вне закона, насколько ему можно доверять. Это первое, то есть вы не попадете в плохие руки. Второе, они всегда их проверяют на доходы, насколько человек может финансово помочь вам, то есть не войдя при этом в какие-то сложности в своей жизни. Так что те люди, которые отзываются вам в помощь по поиску, когда вы будете искать спонсора, то, скорее всего, эти люди, не скорее всего, а наверняка эти люди знают, что они пройдут эти процедуры, и они уже заведомо на них согласны и понимают, что они понесут определенные финансовые какие-то обязательства, равно как и то, что их проверят официально. United, я уже все по-английски говорю. Официальное государство США проверит их на наличие всего плохого, что могло бы быть у них, и в случае, если это слишком плохо, они, естественно, не будут допущены к этой программе. Так что таким людям однозначно можно доверять. Где искать спонсора? Сразу скажу, что таких ресурсов на самом деле много, но первое и самое важное, запомните, пожалуйста, в США уже приехало 93 тысячи людей по United for Ukraine паролю. Поэтому, если вы все еще мечтаете попасть в США, у вас остался, как говорится, последний шанс прыгнуть в отплывающий транспорт, в убывающий, уезжающий вагон последний. Делайте это незамедлительно, как можно скорее. Поэтому все, что дальше я буду вам говорить, максимально потратьте свое время на то, чтобы воплотить вашу мечту, дабы приехать в США официально, легально, с разрешением на работу и с полноценными правами. Это очень важно, потому что многие другие визы вам этого не предоставляют. Итак, где искать спонсора? Первое – это Facebook-группы.
Как делала я для тех, кто ко мне обращался, это мы, во-первых, ориентировочно спрашивали штаты, в которые хотели бы приехать эти люди. Сразу скажу, что, пожалуйста, люди, не езжайте в самые крупные штаты, самые крутые, типа Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, вот города я имею в виду, да, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Это самые дорогие города для проживания. Там густонаселенная часть, там бешеные деньги будете платить и за проживание, и за питание, и так далее. И вообще все-все-все. Я уже молчу за другие нюансы этих городов, что преступность там тоже выше, чем в более мелких городах и не таких популярных, будем так говорить. Лично моя рекомендация, вы, конечно, сами будете принимать решение, выбирайте такие штаты и такие города, которые вам позволят здесь морально отдохнуть от всего, что было в Украине. Тихое поселение, маленькие городки, потому что здесь и люди добрые, и отзывчивые, и всегда готовы помочь, и они все более сплоченные. Ну, это моя рекомендация, вы, как говорится, можете действовать по собственным желаниям и потребностям, я не знаю их. Итак, касательно крупных городов. Вы прям берете карту штатов, самые крупные города отмечаете, ищите их в Фейсбуке по названиям на английском, на украинском и на русском. И, соответственно, регистрируетесь там. И дальше я вам скажу, что, в принципе, с этим делать. Еще это по названию Uniting for Ukraine. Различные беженцы, помогаем украинцам в США, беженцы в США, или украинцы в США, United for Ukraine, U4U, у них там разные аббревиатуры есть, ищите любые, которые только сможете придумать, в поисковике Google найти и так далее, чтобы там в фейсбуках это все забивать. Основные группы, которыми мы пользовались, я здесь вам покажу. Еще один хороший лайфхак – это находить церкви, наши украинские церкви, мы так и вбивали. Если вы принадлежите другой религии, естественно, вы можете искать по вашим религиозным предпочтениям. Точно так же в Фейсбуке, забивая название этих церквей, общее название, естественно. Скорее всего, что вам там выдадут большое количество по всему США, и вы не стесняйтесь, пишите везде. Единственное, что некоторые церкви, они не позволяют у себя размещать какие-либо объявления. Вы можете напрямую написать батюшкам или кто там у них главный в ваших церквях и в вашей религии, написать им напрямую, сказать, у них всегда есть ресурс, доступ к своим подопечным, прихожанам, и они часто рассылают какие-то уведомления по поводу событий в церкви и могут точно так же разослать уведомления среди всех прихожан, что есть человек или есть семья, которая бы хотела сюда по United for Ukraine паролю приехать и сейчас находится в поиске спонсора. Не бойтесь, обращайтесь. Чем больше мест вы напишете, тем больше шансов, что вам ответят и как можно скорее. Потому что, как я уже сказала, к сожалению, времени у вас осталось немного. Дальше по украинским спільнотам, я прям так и написала на украинском языке, по украинским сообществам. Прям так и ищите. Українці в такому-то місті, наши в США, украинскую мову забиваете, и там обязательно будут наши люди, возможно, они тоже захотят принять участие и помочь переехать сюда другим нуждающимся семьям. Скажу сразу, что можно смело доверять и нашим людям, и местному населению американскому, потому что они очень-очень отзывчивые, очень переживающие за то, что происходит у нас в стране, и сопереживающие, и действительно хотят помочь. Это не просто слова, они в самом деле идут осознанно на такой шаг, чтобы стать спонсором. Об этом я вам скажу чуть позже, и вы поймете, насколько все серьезно, и насколько они готовы и хотят действительно помочь. Второй ресурс по поиску спонсоров – это специальные сайты, такие как Ukraine Welcome Us или uasponsors.com и другие сайты, они тоже будут здесь ниже под этим видео для вашего удобства и быстрого перехода на эти ресурсы. Ищите в телеграмах и вайберах каналы.
точно так же по названиям U4U, поиск спонсора, шукаю спонсора. То есть берите на русском, на украинском, U4U, Uniting for Ukraine и так далее, все версии, как оно пишется. Забивайте прям в поиске, в телеграм-каналах и в вайберах, и обязательно там будут группы. Какие-то я вам здесь предоставлю. Все остальные найдите сами, потому что на самом деле очень много. Я здесь только основные вам покажу. И также есть еще специальные организации, которые очень хотят нашим помогать. И вот мне посчастливилось, когда мы организовывали для наших украинцев здесь мероприятие, чтобы вам всем, нам легче было стартануть в новой неизвестной стране. Я познакомилась с очень крутым человеком из Global Cleveland, и эта организация на самом деле потрясающая, потому что она предоставляет, помогает с поиском жилья, помощи финансовой, оформлением документов, подсказками, куда пойти, что сделать и так далее. То есть все, что вам на самом деле, какие у вас вопросы будут возникать или сложности, вы смело можете обращаться сюда, и они обязательно вам помогут. Даже с поиском спонсора в том числе. Итак, напоминаю, все ресурсы вот здесь под этим видео, будьте так добры, переходите, заполняйте все возможные анкеты, все, что сможете найти, не ленитесь, ударной волной пройдитесь по всему. Единственное, что я точно не рекомендую, это спамить в одну и ту же группу несколько раз. Сделайте хотя бы промежуток в неделю или в две. Я думаю, пока вы пройдете по всем группам, сайтам и так далее, как раз неделя точно пройдет. Просто уважайте, пожалуйста, пространство и личную жизнь других людей, чтобы не перегружать, потому что это, скорее всего, вызовет негативные эмоции, если вы будете прям многократно в одну и ту же группу с интервалом или там каждый день выкладывать. Это точно не хорошо, вам на руку не сработает. Итак, как писать о себе? Когда вы во все эти группы напишите, там есть, где, или на сайтах, есть уже специально форма или бланк, которую нужно заполнить, это раз. А там, где их нет, такие как, например, Facebook-группы или Телеграммы, составьте о себе небольшое послание. Мы делали таким образом, то есть буквально вот так вот. Вот так вот мы писали на украинском или русском языке, и точно так же переводили на английский. То есть вот этот же текст переводили на английский. Потом подчеркивали линию и под ней писали все номера телефонов, контакты, соцсети, или как вы считаете, что вас быстрее всего смогут сконтактировать с вами. Есть один нюанс по поводу мессенджеров. Здесь в США не распространено среди американцев, не распространены такие мессенджеры, как Viber и Telegram. Поэтому, скорее всего, вы сможете их найти через WhatsApp. То есть, если у вас есть WhatsApp, указываете ваш контактный номер телефона с WhatsApp и мессенджер для Facebook, например, или что-то в этом роде, потому что другие ресурсы здесь для них не то, что недоступны, они про них просто не знают. Указывайте соцсети, потому что когда спонсор захочет узнать о вас больше, ему же тоже, мы должны их понимать, если они принимают на свою сторону вас и хотят, чтобы вы жили под их крышей, и они тратят свои деньги, свое время, все, свое внимание для того, чтобы вам стало легче в этой жизни. Пусть ваши сети, подкорректируйте ваши сети социальные, чтобы там не было чего-то неприятного, скажем так. Поэтому 3 главных основы при написании о себе. Не писать вот такие вот полотна гигантские, потому что это, естественно, никто читать не будет. Пишите коротко о себе, переводите также и на английский, потому что не только наши люди, но и американцы будут это читать. Говорите о себе правду. Если вдруг там есть что-то, чего вы не хотели бы знать, вы просто это умалчиваете. Не надо врать ни в коем случае, потому что будет обидно, если на моменте, когда вам уже все откроют, и надо будет, чтобы вам оплатил билеты ваш спонсор, вдруг он выяснит что-то нехорошее, что вы его обманули. Не то, что не сказали, а то, что обманули. И это, конечно, сами понимаете, чем обернется для вас. Ну и третье, это всегда прилагайте фотографию вас, потому что люди любят людей.
И когда они видят семью или там человека, они понимают, с кем они общаются, что это за личность, уже хотя бы так, знаете, как располагаете ли вы к ним или они к вам уже по обстоятельствам, то это очень важно. Это персонализирует все ваши сообщения, всю вашу информацию, которую вы будете писать на обоих языках. Поэтому рекомендую. Так, ну и, как я сказала, указывайте телефон, соцсети, мессенджеры и почту, которую можете. Теперь, что касается нас. Мы имеем такой же наш телеграм-канал «Украинское бизнес-сообщество» по всему миру. Здесь мы помогаем вам переключиться, перевести свой бизнес, начать его по новой. Так же, как и на этом канале, мы будем стараться выкладывать все основные моменты и пошаговые инструкции того, куда вам надо идти, что вам надо делать, кому обращаться. Благодаря тому, что я уже прошла этот путь и благодаря тому, что организовывала это мероприятие для наших украинцев здесь, в США, в Кливленде, то я обладаю довольно широкими ресурсами и даже выходом на масс-медиа, поэтому все вопросы можем попробовать решить. Поэтому пишите здесь ваши вопросы или напрямую, или там в группе в телеграм-канале, или лично мне. Я здесь предоставила вам украинское бизнес-сообщество в Инстаграме. Оно у нас по всему миру, неважно, где вы находитесь. Мы вам всегда готовы помочь морально и физически. Наш телеграм-канал в США, здесь по Кливленду, все вопросы там и все ссылочки полезные. Мой инстаграм на случай, если захотите познакомиться со стилистом, потому как я стилист, управляю впечатлением с помощью одежды. И наш YouTube-канал, на котором мы все поочередно будем видео выкладывать с конкретными инструкциями, шагами, со всеми ответами на те вопросы, которые здесь сегодня вы мне зададите под этим видео. На этом все. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, пишите. Постараюсь создать для вас конкретные, четкие инструкции, чтобы облегчить вашу жизнь и поскорее перебраться в страну вашей мечты в том числе. Всего доброго. До свидания.